Всех поклонников Laravel я приветствую на канале CatCode. Вот и прошло событие Laracon Summer 2021, на котором я присутствовал, смотрел онлайн и, как обещал, снимаю для вас краткий обзор по возможности этого события. Событие началось с небольших технических проблем. Нас ожидала ошибка, сервер лег, примерно 10-15 минут ничего не работало, но спустя этот промежуток времени спикеры начали свое общение. Давайте сразу перейдем к спикерам, я по каждому расскажу, что именно было, и в конце этого ролика скажу свое личное мнение о этом мероприятии, понравилось мне оно или нет. Первым выступал Мухаммед Саид о асинхронности в Laravel. Сам Мухаммед Саид является разработчиком Laravel, уже 5 лет находится в команде по разработке Laravel вместе с Тейлором и также ведет официальный канал на YouTube о Laravel. О чем была его речь, его тема? Он нам указал на Laravel очереди, о том, что они увеличивают производительность вашего приложения, показывал на примере отправки e-mail уведомлений. У меня на канале как раз есть урок о Laravel очередях, и я тоже его записывал с примером отправки e-mail уведомлений. То есть пример я подобрал интересный, раз его используют также и разработчики Laravel. Ну и в конце своего обращения он также прорекламировал Laravel Octane и сказал о том, что если использовать еще и Octane с дополнительным сервером, чтобы логику создания запроса по очередям в базе, также кэширование и прочее вынести на сторону Laravel Octane, то ваше приложение просто взлетит по скорости. Следующим выступала Диана Шарф. Я не всех буду говорить фамилии, имена, у некоторых тяжело произносить. Спикер, в общем, говорил о том, как исправить какие-либо проблемы в своей карьере, в своей работе, как улучшить вообще свою работу. То есть, если вдруг вы находитесь в стадии, когда вы не любите понедельник, и у вас есть какие-либо нехорошие индикаторы относительно вашей работы, скажем, вас не устраивает работа, вас не устраивает зарплата, вас не устраивает команда, проект, с которым вы работаете, то это все индикаторы, которые говорят, что вам нужно поменять работу, чтобы расти. То есть к работе у вас должна быть страсть в разумных пределах. Также она говорит, что страсть к работе — это палка о двух концах. Она может и делать вас замкнутыми, когда вы будете посвящать себя только работе, и весь остальной мир уйдет для вас на второй план. В общем, здесь было такое психологическое общение, история из жизни, как побороть эти моменты в карьере, и ее индивидуальный опыт. Ну и она также говорит, что это все индивидуально, вам нужно вести дневник по понедельникам, отмечать, что у вас там было плохое, в целом, что для вас успех, потому что он также индивидуальный, не опираясь на тот успех, который нам рекламируют отовсюду о дорогих машинах, дорогих домах, классных путешествиях, а именно свой вид успеха, и уже основываясь на этом, где-то что-то менять, где-то что-то улучшать, в общем, быть счастливым. Далее у нас выступал следующий спикер, и была тема посвящена Laravel Cashier и сервисам Stripe и Paddle, платежным сервисам, для того, чтобы удобно в вашем приложении, на вашем проекте работать с платежными системами, с готовыми сервисами. Я думаю, эта тема была на этом событии не случайно, так как Paddle является основным спонсором мероприятия, как мы видим, платиновым, и ему была уделена целая тема на этом событии. По факту ничего особо интересного, нам показали, насколько эти сервисы крутые, что все настраивается на стороне сервисов, мы там кастомизируем виджеты, кнопки, устанавливаем цены на товары на разные страны, подключаем подписку, если требуется, и все это интересно кастомизируется на стороне сервиса, а мы же у себя в приложении в нашем проекте только дергаем Laravel Cashier, необходимые методы, и работаем с сервисами. То есть мы минимизируем процессы разработки, и все становится гораздо проще. Не знаю, для СНГ разработчиков интересны ли эти сервисы. Мне кажется, мало кто с ними столкнется, с СНГ клиентами, так как у нас эти сервисы не распространены по ряду причин. Далее у нас была лекция, уже первая, на мой взгляд, интересная лекция. Спикер рассказал о том, что рефакторинг очень важен, о том, что рефакторинг делает ваш код лучше.
Хотя я бы назвал эту тему лекции немножко иначе. Я бы назвал ее «Насколько важны тесты». То, что тесты это вообще приоритетно, ими нельзя пренебрегать. Он, в принципе, к концу к этому и пришел. О чем здесь говорилось? О том, что рефакторинг, многие его понимают по-разному. Он выложил комментарии разных своих подписчиков на вопрос, что такое рефакторинг в их понимании. Кто-то говорил, это приведение кода к принципам Solid, кто-то говорил, что рефакторинг только legacy старых кодов, проектов. И как бы спикер говорит о том, что нет, рефакторинг это не работа с legacy старым кодом, который мы делаем более совершенным, приводим к какому-то более современному виду. Нет, рефакторинг это неотъемлемая часть каждого разработчика, это процесс разработки. Мы всегда сперва пишем тесты, пишем рабочий код и позже этот рабочий код рефакторим, чтобы при этом у него оставалась своя функциональность, та же самая рабочая, но мы при этом код сам улучшали тем, что делали его более легким, более читабельным, более поддерживаемым. Он в примерах также показывает об этом, он делает простые вещи, переименовывает методы в более логические названия, переименовывает классы, перемещает их в необходимые по логике директории, и в конечном итоге код становится у нас чище даже от таких простых правок. Ну и само собой дополняет где-то комментариями, где-то убирает дублирующий код, то есть принципы dry, где-то, как и говорилось в одном из комментариев, немножко улучшает код с использованием Solid принципов, там где он их упустил. И в конечном итоге сам функциональность кода не меняется, но мы его сделали лучше. И за счет тестов, то что тесты в основе, эта функциональность у нас сохраняется. У нас никакие места в коде не ломаются, мы проводим тесты и смотрим, что после рефакторинга все работает так же. Поэтому тесты очень важны. Эта лекция особенно интересна для новичка, для тех, кто еще не знает, что такое за рефакторинг и когда им нужно пользоваться, что это вообще за странный такой инструмент. Здесь как бы сразу можно вбить себе в голову, что тесты и рефакторинг должны идти нога в ногу с вашим процессом разработки. Крайне важно. Этот момент нужно усвоить. Далее выступал сам Тейлор. Он нам рассказал о апдейтах Laravel. Я здесь немножко разочаровался. Я думал, он будет рассказывать о грядущих апдейтах, что будет в Laravel 9, какие минорные апдейты нас ждут в ближайшие месяцы. Но он рассказал нам уже о состоявшихся апдейтах на протяжении прошедших 2 месяцев. То есть то, что уже есть у меня на канале, есть рубрика Laravel Updates, вы можете посмотреть. Все, что он там говорил, у меня есть. Далее у нас была смена формата, были Lightning Talks, то есть какие-то небольшие темы, которые должны были умещаться в лекции на 5-10 минут. Но не у всех спикеров это получалось, и многие выходили за эти рамки, и больше это напоминало обычных спикеров, обычного формата, которые у нас выступали до этого. Давайте также пройдемся по каждому. Первая лекция была Learning in Public. Тоже, скажем так, не о Laravel, а о том, как вести себя в обществе, как получать больше знаний, как у нас была тема до этого по исправлению проблем и улучшению своей карьеры. Так у нас и здесь, но немножко другая тема. Здесь говорится о том, что нужно задавать вопросы в социальных сетях. Вот даже, например, на YouTube-канале блогер о чем-то вам рассказывает, учит, и вы должны спрашивать у него комментарии, задавать вопросы и за счет этого обучаться, не стесняться, так как многие думают, мало ли я сейчас спрошу вопрос, который покажется кому-то глупым или его засмеют. То есть вот эти барьеры нам не дают написать комментарий, не дают получить знаний. С этим нужно бороться, не нужно быть замкнутым, нужно общаться, нужно спрашивать, нужно делиться знаниями и тем самым развиваться. Мы не во всем эксперты, и поэтому ничего в этом такого страшного нет. Так, далее у нас выступал следующий спикер. И здесь девушка рассказала нам о всяких трюках с Tailwind Grid. И были интересные моменты, как строить сложные гриды простым способом с использованием Tailwind. Где-то показала, как, к примеру, прижать футер всего одним классом в Tailwind, что было довольно интересно. Ну, можно было что-то для себя здесь подчеркнуть, но это не совсем тоже было о Laravel, хотя тоже местами интересно. Далее у нас опять
была тема о поведении в обществе, о психологии. Да, получилось, что аж 3 уже темы было уделено таким моментам. То есть, видимо, в текущем состоянии мира эта проблема довольно яркая, когда мы все уходим с головой в наши девайсы, социальное общение все сокращается, и с этим возникают проблемы у людей при взаимодействии друг с другом. И здесь как раз спикер рассказывал о том, насколько важны слова, насколько важно то, как вы обращаетесь к своим собеседникам, к начальству, либо коллегам, клиентам. То есть нельзя ко всем обращаться так, как вам нравится, нужно искать ключи, тоже развивать этот момент. То, как вы обращаетесь к людям, зависит и то, как они относятся при этом к вам. То есть развивайте тоже, не будьте замкнутыми и развивайте общение. Далее, следующий спикер нам представил библиотеку Snapshot тестирования, то есть тестирование аутпута на примере выходящего HTML, либо какого-то скриншота с тем, что мы ожидаем в данный момент. Такой вид тестирования на некоторых проектах пригодится, некоторые его уже давно используют. Я думаю, тот, кому это требуется, и так бы нагуглил и нашел что-то похожую библиотеку. То есть здесь, я считаю, ничего интересного. Далее, следующий спикер нам рассказал о primary keys, то, что не всегда ID должен быть как primary keys в единственном числе. Иногда можно использовать и другие ключи, и сразу делать составные из нескольких уникальных. И за счет этого у нас будет повышаться производительность нашего приложения и наших запросов. Далее, здесь уже нас ждала опять интересная тема, так как я считаю, что до этого интересная тема была только про рефакторинг, остальное немного сомнительно. Здесь типы в Laravel. Nuno Maduro представил свою библиотеку, которая помогает анализировать ваш код через консольную команду и проходиться сразу по всей логике вашего приложения и находить проблемные места. То есть как работает обычное приложение, когда мы, скажем, допускаем где-то в контроллере ошибку, указав неправильно название переменной, которые в итоге не существуют, и у нас выйдет ошибка, что перемена не существует, либо где-то мы ошиблись с возвращаемыми типами данных, либо с аргументами указали тип, но передали какой-либо другой, либо с комментариями. Его библиотека проходится по всему вашему коду, по всем составляющим вашего приложения и указывает на все эти моменты. Можно менять степень, указывать, насколько он будет проверять ваше приложение, будет ли он учитывать комментарии, будет ли учитывать возвращаемые типы и так далее. И в конечном итоге вы можете сразу видеть слабые места вашего приложения, где вы забыли указать, что какой-то метод, какая-то функция, что она должна возвращать, где-то вы забыли указать тип у аргумента функции, где-то вы допустили ошибку, неправильно указав название какой-либо переменной. Все это вам покажет. И, на мой взгляд, это интересно. Я, скорее всего, даже буду это использовать в каких-то проектах. И, возможно, даже сниму на своем канале об этом урок. Друзья, Laracon получился довольно-таки долгим событием, поэтому краткий мой обзор оказался не таким уж и кратким. И я решил разбить этот обзор на 2 части. На этом первая часть окончена. Все равно поддержите обязательно лайком, напишите комментарий, вспомните лекцию от Сюзанны о том, что нужно учиться, нужно задавать комментарии. Поэтому не стесняйтесь, обязательно пишите комментарии и увидимся во второй части.